Привет, солнышко, я очень рада видеть тебя на своем канале. И это очередная часть багов в игре Тока Бока. В игре появилось настолько много багов, что играть стало просто невозможно, и я решила, что мне срочно нужно снимать такое видео. Возможно, разработчики посмотрят мое видео и наконец-то исправят эти баги. Но я буду показывать не только плохие и бесячие баги, постараюсь показать все, которые только смогла найти в игре. А некоторые баги, кстати, наоборот, даже интересны, и их можно использовать как лайфхаки. В общем, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной, но мы начинаем. И начнем с самого первого бага, который очень мешал мне снимать мои влоги на Мальдивах. Кстати, если вы не видели, обязательно посмотрите. Если зайти вот в этот домик с бассейном и сверху, можно сказать, вот этой ограды поставить разные предметы, то персонажи начинают проходить сквозь эти предметы. Просто посмотрите, как это выглядит. Мне очень мешал этот баг, потому что когда персонажи сидели, сквозь них проходили вот эти предметы, и это выглядело довольно некрасиво. Надеюсь, что в скором этот баг все-таки исправят. А этот баг, наоборот, можно назвать хорошим и даже полезным. Я не знаю, при каких обстоятельствах, но у меня постоянно клонируются подарки на почте, и я уверена, что так происходит у многих. Либо на почту приходит два одинаковых подарка, либо они сами как-то клонируются. Таким образом, у меня получилось очень много одинаковых вещей. А если из вот этой дорожки персонажей взять несколько персонажей вместе, то они просто подлетают в воздух. Не знаю, как так получается, но этот баг уже тоже довольно надоедает. Эти персонажи не застревают, я спокойно могу ими двигать, просто они поднимаются слишком высоко. Еще один очень старый баг, который до сих пор не исправляют. Я не знаю, у меня у одной так или нет, но каждый раз, когда я захожу в игру, мне не показывают заставку. В начале игры должна быть анимация, а у меня просто белый фон и звук. Это очень странно, хочу, чтобы этот баг уже поскорее исправили. Думаю, все вы прекрасно знаете вот этого парикмахера с багами. Давайте возьмем его и отправимся в театр. Суть в том, что если одеть на этого персонажа какой-нибудь костюм с плащом, то этот плащ будет летать. На всех персонажах эти костюмы выглядят нормально, только у этого парикмахера плащи постоянно летают. И даже у этой розовой одежды, смотрите, летает капюшон. В общем, вы сами можете зайти в любую локацию и сами померить на парикмахера разную одежду. Снова возьмем парикмахера и пойдем с ним на почту. Теперь возьмем вот этот хвост русалки и оденем на него. Посмотрите, хвост тоже летает, кажется, как будто это его тень. Теперь давайте зайдем в современный особняк на второй этаж. Теперь достанем любую еду в упаковках, например, мороженое, и опустим их в бассейн. Вроде бы все хорошо, но если открыть еду прямо в бассейне, то она станет вся голубая. Даже если мы вытащим на сушу, они все равно останутся голубые, как будто там тоже есть вода. Кстати, посмотрите, еда голубая только внизу, сверху она опять становится нормальной. А это самый нелюбимый баг всех игроков, которые разработчики не могут исправить уже несколько лет. Меня очень раздражает, когда с почты просто так пропадают подарки. И самое обидное, что если подарки пропали, то их больше никак не вернуть, придется только перезагружать мир. Посмотрите, на этом видео у меня пропало абсолютно все, осталась только одна пижама. На персонажах можно использовать эмоцию только раз в секунду. Нельзя сделать так, чтобы эффект над головой появлялся постоянно. Но если в торговом центре посадить персонажа на вот это массажное кресло и потом использовать эмоцию, то она будет появляться постоянно. Точнее, будет появляться не сама эмоция, а эффект над головой. По-моему, это очень прикольно выглядит. Правда, не знаю, где вам такой баг может пригодиться, но все равно побаловаться можно. Заходим в креатор дома и достаем бесплатную душевую кабину. Берем своего персонажа с каким-то ребенком и ставим в этот душ. Заходим опять в креатор, несколько раз поворачиваем, потом выходим из токи и опять заходим в игру. После этого ребенок в руках вот так смешно повернется. Вообще он должен поворачиваться полностью кверх ногами, но у меня получилось сделать только вот так. Мы, кстати, можем дать ему что-то в руки, и это будет выглядеть очень забавно. Кстати, с маленькой детской кроваткой этот баг работает тоже. А еще в моем мире есть очень ужасный баг. Он связан с вот этими предметами, которые лежат на свалке. Они просто пропали у меня из дома и теперь лежат вот здесь. К сожалению, я больше никогда не смогу забрать эти предметы, потому что каждый раз, когда я их уношу из локации, мой мир начинает очень сильно лагать, и я не могу заходить ни в какие локации, ни в какие дома до тех пор, пока я не выброшу эти предметы. Я без понятия, почему так происходит и с чем связан этот баг, но это действительно так. Заходим в локацию многоквартирный дом на первый этаж и забираем здесь вот этот ноутбук. Теперь заходим в любой дом и ставим разные полочки. Баг заключается в том, что если этот ноутбук поставить на любые полочки, то он переворачивается. Такой баг происходит только с этим ноутбуком из многоквартирного дома. Все ноутбуки на полке ставятся нормально, почему-то кроме этого. Очень часто в токе предметы становятся невидимыми, например, вот этот клей и ножницы. Давайте дадим их в руки персонажу и выйдем из локации.
Теперь заходим обратно и просто посмотрите, эти предметы теперь невидимки. Кстати, если взять клей, то от него будут оставаться следы, но самого клея, как вы видите, нету, он просто стал невидимым. Особенно такой баг очень часто происходит с коробками, и это очень раздражает, когда ты хочешь перетащить вещи. А вы знали, что в городе Крампетов можно положить детей в их кроватки? Давайте достанем несколько детей и возьмем домики Крампетов с кроватками. Просто посмотрите, ребенок может лечь в кроватку Крампетов, это выглядит очень странно. Я еще попробовала посадить их на туалет, но, к сожалению, не получилось. Все равно это выглядит очень странно, почему дети вообще могут лечь в эти кроватки. Еще, кстати, если вы не знали, то в городе Крампетов персонажи могут съесть растения. Я не знаю, баг это или секретка, но все равно выглядит очень забавно. Еще один баг, который случился у меня во время того, когда я снимала влог. Я просто хотела забрать очки с почты, в которых ходила Стеша. Но они почему-то начали приклеиваться ко всем персонажам в разные места. Это очень странно, я вообще даже не понимаю, почему так могло произойти. Особенно к этим мальчикам очки больше всего приклеивались. Для следующего бага нам нужно достать очень много рюкзаков из креатора. Это не очень похоже на баг, но просто хочу показать, что можно сделать огромную пирамиду из этих рюкзаков. Просто ставим открытый рюкзак друг на друга. Теперь у нас вот такая пирамида рюкзаков. Кстати, мы можем их закрывать и открывать. А это теперь мой самый любимый баг. Заходим в современный особняк, достаем велотренажер. Тренажер должен остаться висеть в воздухе. Теперь, не выходя из креатора, опускаемся на первый этаж. Снова поднимаемся, и теперь посмотрите, у нас летающий велотренажер. Мы можем посадить туда любого персонажа и теперь просто летать по всему дому. Такой баг можно сделать с любым большим предметом, который не помещается в лифт. Ну, точнее, с любой мебелью. Также можно сделать с беговой дорожкой, с диваном, посмотрите, теперь у меня летающий диван в доме. Ну, или с кроватью. Очень прикольный баг. Теперь нам нужно зайти в эту пекарню. Находим в персонажах мальчика с зеленой кепкой и садим его на диван. Обратите внимание на его улыбку, она очень странно скругляется. Такую улыбку нельзя сделать в игре, она есть только у этого мальчика. Посмотрите, все персонажи сидят нормально, только этот мальчик со скрученной улыбкой. Кстати, в Токе есть еще такие персонажи. Например, у вот этой женщины получаются вот такие огромные глаза, которых тоже нельзя сделать в Токе. Помните баг с персонажами, который я показывала вам в начале? Так вот, я поняла, что если не поднимать персонажей, а просто зажать их вместе, то игра будет очень странно глючить. Они начинают сверху бегать, танцевать, а в этом моменте у меня вообще игра сломалась. Из набора мебели, фитнес и спа берем вот такой коврик. И теперь достаем очень много денег. Даем в руки персонажа ребенка. Теперь с помощью этого коврика и ребенка мы сможем строить вот такую пирамиду из денег. А если встать, то деньги будут лежать горизонтально, что полностью ломает логику игры. Еще один баг с этим же ковриком. Достаем любую кровать. Теперь на эту кровать кладем коврик. И даже не раскрывая коврик, персонаж может лежать на нем, сидеть или вообще заниматься йогой. Я думаю, это очень прикольно и, возможно, кому-то пригодится. Кстати, этот баг можно сделать не только с кроватью, но и с ванной. Главное, чтобы коврик лежал не в воде, а сверху. У меня у самой не с первого раза получилось, можете посмотреть. Все, теперь персонаж в ванной тоже может лежать, сидеть или заниматься йогой. Также еще с помощью аксессуаров или какой-нибудь шляпы. Иногда этот баг тоже начинает мешать, потому что когда я хочу принести какую-нибудь шляпу или аксессуар, обязательно появится эта начинка. Ее постоянно приходится давать кому-то съесть. Ну и последний баг, который я хочу вам показать, также мешал снимать мне мой влог. Он связан с вот этим водным пистолетиком из креатора. Если какому-нибудь персонажу дать этот пистолет в левую руку, потом выйти из локации и опять зайти, то пистолет в руке будет вот в таком вот положении. Но это еще полбеды. Водный пистолет из правой руки персонажа стреляет нормально. Но если этот пистолет дать в левую руку, то вообще стрельнуть никак не получится. Пистолет будет просто вылетать из руки, и нужно 1000 попыток, чтобы хоть раз из него полилась вода. Этот баг тоже очень сильно мешал мне снимать мои видео. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Я старалась показать самые интересные баги, которые только смогла найти в игре. А если вы знаете какие-то еще бесячие или интересные баги, обязательно напишите об этом в комментариях. Я все прочитаю, и, возможно, через какое-то время я сниму следующую часть. Ну а на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Всех люблю и всем пока-пока!